Всем добрый день! Сегодня мы с вами будем учиться вязать вот такие маленькие варежки. Варежки подойдут ребенку от 2 до 3 годиков. Вяжутся они очень легко и просто. Их даже свяжет самая начинающая вязальщица. Вязать мы их с вами будем на 2 спицах. Для этого, для работы нам нужны с вами спицы круговые. Спицы размером 3 мм, чтобы вязать резинку. Спицы 3,5 мм, мы будем вязать с вами основное полотно варежки. Ножницы, крючок, 2 маркера и, конечно же, пряжа. В моем случае это пряжа Alize Cotton Gold. Это пряжа полухлопок. Я беру не шерстяную пряжу, так как хочу связать варежки для ребенка именно на осень или на весну, то есть на то время года, когда еще нет сильных морозов. Если вы хотите своему ребенку связать варежки потеплее, то берите для этого пряжу шерстяную. Ну что, приступаем вязать вот эти чудесные детские варежки. Берем спицы меньшего размера, это спицы 3 мм. Берем нашу пряжу, отматываем ниточку и любым привычным для вас способом на спицы размером номер 3 мм набираем 40 петель. Так, 1, 2, 3, 4 и таким образом набираете, пока у вас на спицах не будет 40 петель. Итак, я набрала на спицы 40 петель. Теперь мы с вами одну спицу вытягиваем и вяжем резинку 1 на 1. Начинаем мы вязать резинку с кромочной петли. То есть первую петлю снимаем. Следующая петля у нас будет лицевая. Затем изнаночная, лицевая, изнаночная. И таким образом довязываем до конца ряда. Итак, я провязала до конца ряда. У меня на спицах осталось 2 петли. Я провязала лицевую. Я вам хочу показать, как здесь в конце провязать нам нужно правильно. Значит, у нас лицевая. Затем мы вяжем изнаночную. И осталась последняя петля. Она у нас будет кромочная. Мы ее также провязываем изнаночной. Разворачиваем наше вязание. И теперь вяжем нашу резинку по рисунку. У нас уже с вами все петли понятно. Значит, первая это петля кромочная, затем идет лицевая, дальше изнаночная, вот видно уже лицевая, вот с этим ободочком изнаночная и так далее. Таким образом вяжем с вами резинкой 1 на 1 резинку нашей варежки. Я здесь связала 12 рядов. Вы смотрите, если вы хотите, чтобы резинка в ваших варежках была повыше, то вы можете связать большее количество рядов. Это на вязание нашей варежки не повлияет. Значит, я буду вязать 12 рядов, так как у меня уже одна варежка связана, что вторая у меня была тоже одинаковая. Я вяжу здесь резинкой 1 на 1 12 рядов. Итак, продолжаете вязать резинкой, пока у вас не будет высота резинки, та, которая вам нужна. Итак, я провязала резинкой 1 на 1 12 рядов. Вот что у меня получилось. Теперь, это мы с вами вязали на спицах 3 мм. Теперь мы с вами берем вторые круговые спицы размером 3,5 мм. И начинаем вязать платочной вязкой 10 рядов.
Как вяжется платочная вязка? Еще раз вам хочу напомнить. Это мы вяжем на лицевой и на изнаночной стороне все время лицевыми петлями. Итак, первая кромочная петля, мы ее снимаем. Дальше продолжаем вязать лицевыми петлями. И вот таким образом мы с вами сейчас со спицы 3 миллиметра провяжем наше вязание на спицу 3,5 миллиметра. Итак, вот так продолжаем вязать. Это у нас будет первый ряд. Затем мы разворачиваем вязание и вяжем опять лицевыми петлями на правой и на левой стороне. Вяжем все время лицевыми петлями 10 рядов. Итак, мы с вами провязали 10 рядов платочной вязки. Или 1, 2, 3, 4, 5 вот этих вот полосочек. Можно по ним даже посчитать. Теперь переходим к вывязыванию пальчика. Для этого нам с вами понадобятся маркеры. Я их уже приготовила. Итак, как вывязываем пальчик? Первая петля кромочная снимаем. Затем 14 петель вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Мы с вами провязали 15 петель. Теперь отделяем маркерами петли, которые у нас будут находиться в середине. В середине у нас будет 10 петель. Это петли, из которых мы будем вязать пальчик. Отделили маркером. Теперь нам нужно прибавить одну петлю. Каким образом я ее прибавляю? Так вот делаю петельку на пальчике, завожу спицу и затягиваю нитку. Вот у нас получилась петля. Следующие 10 петель провязываем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 провязали. Теперь нам нужно добавить еще одну петлю. Также делаю петельку на пальчике и затягиваю нитку. И ставим маркер. Теперь у нас в середине с вами получилось, вместе с прибавленными вот этими петельками, которые мы с вами сделали, получилось 12 петель. Это будут петельки для пальчика. Дальше оставшиеся 15 петель продолжаем вязать лицевыми. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 петля у нас будет кромочная. Разворачиваем вязание. На изнаночной стороне мы вяжем все петли лицевыми. Итак, провязываете ряд до конца. Все петли лицевые. И те петли, которые мы с вами добавили вот здесь в серединке, их тоже провязываете лицевыми. Итак, я довязала до конца изнаночный ряд. Разворачиваю вязание. Здесь мы с вами еще разочек должны в середине, вот между маркерами, сделать по одной прибавочке, чтобы у нас на пальчике было 14 петель. Делаем таким же образом, как делали первый раз. Значит, первые 15 петель до маркера мы провязываем лицевыми. Так, все петли до маркера провязываем лицевыми петлями.
Так, доходим до маркера, перекидываем маркер. После маркера делаем прибавочку. Каким образом? Наматываем вот так ниточку на пальчик, делаем вот такой вот, еще разочек показываю, так вот узелочек, заводим спицу и ниточку затягиваем. Следующие петли провязываем лицевыми до маркера. Доходим до маркера. Вот мы дошли до маркера. Перед маркером делаем еще одну прибавочку. Опять вот так вот делаем петельку на пальчике и затягиваем. Все, теперь у нас с вами между маркерами должно получиться 14 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 на 2, 14 петель. Снимаем маркер, перекидываем, вернее, маркер на правую спицу и до конца вяжем лицевыми петлями. Следующий ряд изнаночный, это у нас вот лицевая сторона нашей варежки. Следующий, когда вы довяжете до конца, следующий ряд изнаночный провяжите также лицевыми петлями, и мы с вами встретимся. Итак, я провязала еще изнаночный ряд. Теперь поворачиваем наше вязание на лицевую сторону и переходим непосредственно к вывязыванию пальчика. Вот здесь вот у нас уже видно, вот между маркерами, как мы с вами сделали прибавки. Видите, немножко как выпукло. Итак, каким образом вяжем пальчик? Первые 15 петель провязываем лицевыми. Два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Так, провязали 15 петель. Теперь вот так спицу вытягиваем немножечко, снимаем маркер и дальше вяжем петли пальчика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И убираем маркер. Маркеры нам пока не нужны. Вытягиваем также левую спицу. Значит, сделаем теперь вот таким образом вот эти петельки из лески с правой стороны и с левой стороны. Для чего мы так с вами сделали? Потому что теперь мы будем вязать только вот эту среднюю часть, там где пальчик. А эти петельки у нас пока остаются на спицах. Они нам потребуются потом, попозже, когда мы с вами пальчик свяжем и будем продолжать вязать варежку. Итак, вяжем теперь только вот эти 14 петель. Нам нужно провязать 10 рядов. Значит, мы с вами уже один рядочек провязали. Значит, еще вяжем 9 рядов пальчика и потом его будем убавлять. Итак, показываю, вяжем с вами только вот эту среднюю часть, которая состоит из 14 петель. Продолжаем вязать лицевыми петлями, то есть платочной вязкой. Продолжаем вязать. Так, дошли вот опять до конца. Здесь делаем изнаночную петлю как кромочную, разворачиваем наше вязание. Вот видите, у нас как эти вот части у нас остаются сбоку, они нам пока не нужны. Вяжем только вот эту часть, среднюю часть.
Вот если мы посмотрим на нашу варежку, вот мы с вами сейчас будем вязать вот эту вот часть. Вот она. Будем вязать пальчик. А вот эти вот по 15 петель, они у нас отдельно вот здесь вот на спице пока сняты. Итак, продолжаем вязать 10 рядов. Значит, 2 мы с вами уже связали. Значит, нам осталось еще связать 8 рядов. Итак, мы с вами провязали 10 рядов. Теперь будем убавлять наш пальчик. Убавляем таким образом. Первую петлю кромочную снимаем. Следующие, вторую и третью петлю провязываем вместе лицевой. Так, провязали лицевой. Следующие 2 петли снова провязываем лицевой петлей. Здесь немножко трудно провязывать, вы ее вот так немножко оттяните петельку. И затем вот с этой стороны заводите спицу и 2 петли провязываете вместе. Так, следующие 2 петли также провязываем вместе. И так до конца ряда, только последнюю петлю провязываем кромочной. Так, следующие 2 петли провязываем вместе. Дальше еще 2 петли вместе. Так, и осталось 3 петельки у нас. Провязываем 2 петли вместе. И последняя петля у нас изнаночная петля кромочная. Так, разворачиваем вязание. Теперь мы с вами на изнаночной стороне нашей варежки. Здесь провязываем таким образом. Также продолжаем делать убавку. Первую петлю снимаем, она у нас кромочная. Следующие 2 вместе провязываем лицевой, так как у нас с вами идет платочная вязка. Дальше снова лицевой петлей 2 вместе. Так, у нас осталось 3 петельки, мы их провязываем 2 вместе. А последняя у нас петля изнаночная, так как это кромочная. Так, мы закончили убавлять наш пальчик. Теперь у нас на спицах осталось 5 петелек. Мы должны все эти 5 петелек провязать одной лицевой петлей. Каким образом делаем? Вот так вот одеваем на эту спицу все петельки. И провязываем их все одной петлей. Вот, и вытягиваем. Все, мы с вами провязали. Теперь так, вытягиваем эту петельку. Вот она немножко тут раздвоилась. Вот. Теперь берем крючок. Выворачиваем наше вязание на левую сторону. Вот так пальчик на левую сторону выворачиваем. И нам нужно его сшить вот по этому краю. Берем крючок. Вставляем его в петельку. Аккуратненько выравниваем пальчик, чтобы у нас все края совпадали. И будем его сейчас сшивать таким образом. Так, вот заводим, видите, вот здесь вот кромочные петли хорошо видно. Мы заводим вот так крючок с одной стороны за кромочные петельки и с другой стороны. Вытягиваем петельку и продеваем ее сквозь другую петлю. И вот таким образом, значит, здесь кромочную
петельку подхватываем и с другой стороны подхватываем, продеваем. Ну, таким это обычным способом, как сшивают детали крючком. Я думаю, вы это умеете. Не пропускаем, каждую петельку вот так вот сшиваем, чтобы у нас с вами здесь не было дырочек. И вот таким образом сшиваем пальчик до конца. Не пропуская петельки, сшиваем вот так вот до конца. Здесь не забывайте поправлять, чтобы у нас все аккуратненько получилось. Так, здесь тоже, чтобы не было у нас дырочки, еще разочек вот здесь вот пройдите. Крючком сделайте еще один стежок. Так, вытягиваем петельку, берем наш клубочек. Так, берем клубочек, вытягиваем петельку, берем клубочек. Так, это его сквозь петельку продеваем и затягиваем. Все. Вот мы с вами наш пальчик сшили. Немножко его вот так вот потяните, чтобы этот шовчик распрямился. Итак, мы с вами сейчас вот на левой стороне. Теперь нужно пальчик вывернуть на правую сторону. Еще разочек вот так вот все расправьте. Вот, наш пальчик готов. Теперь мы с вами продолжаем вязать ладошку. Значит, здесь вот спицы опять назад вытягиваем. Так вот аккуратненько. Так, это у нас вот рабочая нить. Назад возвращаем наши спицы. Значит, мы с вами помним, что мы здесь вот уже провязали 15 петелек. Потом мы с вами отвлекались на то, чтобы связать вот этот пальчик. Теперь вот у нас ниточка как раз рабочая оказалась на середине нашего вязания. И мы можем дальше продолжать. Значит, провязываем до конца ряда, продолжаем дальше вязать лицевыми петлями. Здесь вот аккуратненько подтяните, чтобы не было дырочки между пальчиком. И продолжаем вязать с вами нашу варежку. Так, вот довязываем лицевыми петлями до конца ряда. Последняя петелька, не забываем, у нас будет изнаночная петля, так как она кромочная. Разворачиваем вязание. Так, мы развернули наше вязание на левую сторону. Продолжаем вязать лицевыми петлями. Вяжем вверх. Сейчас у нас на спицах с вами 30 петель. Нам нужно связать высоту варежки. Вяжем высоту 14 рядов или 7 вот этих вот полосок. Вот, если посмотреть на нашу варежку, значит, мы с вами вот связали пальчик. Сейчас мы находимся вот здесь, и мы вяжем вот высоту нашей варежки. Вяжем 14 рядов, а затем будем делать убавление и заканчивать нашу варежку. Итак, дальше вяжите самостоятельно. Вверх 14 рядов. И когда будем убавлять, мы с вами встретимся. Итак, мы с вами провязали 14 рядов. Теперь приступаем к убавлению варежки. Убавляем таким образом. Первую петлю кромочную снимаем. Следующие 2 петли провязываем вместе лицевой.
Так, провязали лицевой 2 вместе. Дальше провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Итак, мы провязали с вами 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 и 14 провязываем вместе лицевой. Так, и ставим маркер. Это у нас с вами получилась середина варежки. Здесь на второй спице у нас должно остаться 15 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Таким образом мы с вами поделили наше полотно на 2 части. И теперь будем убавлять. Убавляем дальше. Значит, от маркера опять 2 петли вместе. Лицевой. Дальше провязываем лицевыми петлями до тех пор, пока у нас не останется на спице 3 петли. Так, довязываем рядок. Так, вот у нас осталось 3 петли. Мы 2 вместе провязываем лицевой. И последняя у нас петля кромочная, провязываем изнаночной. Разворачиваем наше вязание на изнаночную сторону и продолжаем делать убавки. Первую петлю снимаем, следующую, вторую и третью провязываем лицевой. Дальше вяжем лицевыми петлями. Не доходя до маркера, 2 петли. Вот доходим до маркера, у нас осталось 2 петли. Мы их убавляем также лицевой петлей. Провязываем 2 вместе лицевой. Перекидываем маркер. После маркера первые 2 петли провязываем вместе лицевой. И продолжаем вязать ряд лицевыми петлями, пока у нас не останется на спице 3 петли. Итак, вяжем ряд. Так, вот у нас осталось 3 петли. Провязываем 2 вместе. И кромочную провязываем изнаночной петлей. Разворачиваем наше вязание и продолжаем вязать, и одновременно убавляя. Значит, вот с краев нашего вязания мы с вами убавляем таким образом, провязываем кромочную и затем убавляем вторую и третью петлю, провязываем их вместе лицевой. Не доходя до маркера, 2 петли вяжем вместе. После маркера тоже 2 петли вяжем вместе. Затем продолжаем вязать до тех пор, пока не останется вот здесь 3 петли. Вторую и третью вяжем вместе, а кромочную вяжем кромочной. И вот таким образом убавляем наше вязание до тех пор, пока у нас по обеим сторонам от маркера не останется по 5 петель. С этой стороны 5 и с этой стороны 5. Итак, вяжите самостоятельно, и затем мы с вами встретимся. Итак, мы закончили с вами все убавки. У нас на спице осталось 10 петель, по 5 петель по каждую сторону от маркера. Здесь 5 и здесь 5. Мы с вами на правой стороне, еще раз повторяю. Теперь нам нужно эти петельки сшить. Каким образом? Мы аккуратненько вытаскиваем с вами спицу. Маркер нам уже не нужен. Выворачиваем нашу варежку так аккуратненько на левую сторону. И поочередно вот эти вот петельки
собираем одну петельку с одной стороны, вторую с другой. Вот раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот мы с вами все эти петельки собрали. Ниточка у нас остается вот здесь сбоку. Она нам нужна будет, чтобы потом сшить вот эту варежку здесь вот по этому краю. Разворачиваем, вернее, продеваем с вами спицу. Вот так, что вторая спица у нас с вами оказалась здесь. И начинаем поочередно вот эти вот петельки закрывать. Каким образом? Первую петлю снимаем. Так, вторую снимаем. Теперь вторую петлю протягиваем аккуратненько сквозь первую. И снимаем. Дальше петлю вот так поддеваем, снимаем ее на правую спицу и аккуратненько продеваем ее через первую. Итак, еще разочек, следующую снимаем и вот так аккуратненько ее продеваем сквозь первую. И вот таким образом аккуратненько, не пропуская петельки, мы с вами закрываем верх нашей варежки. Это таким образом мы с вами делаем, как закрывают петли, когда заканчивается вязание. Вот это один из способов закрытия петель. И вот так вот аккуратненько все петельки закрываете. Все, у нас осталась с вами одна петля. Мы ее немножко ниточку так подтянули. Так, убираем спицы, они нам больше не нужны. Берем крючок и теперь аккуратненько нужно сшить вот этот край варежки. Вставляем крючок в петельку, аккуратненько варежку, все края варежки складываем. Будем сшивать так же, как пальчик, вот по краю. Так, берем здесь вот крайние петли. Сначала с одной стороны кромочную, потом с другой. Вытягиваем петельку и продеваем ее сквозь вторую петельку. Опять не пропуская, вот так, видите, вот кромочные, вот они. И вот так вот каждую петельку сшиваем. И вот таким образом доходим с вами до конца нашей варежки, до конца, вот чтобы здесь вот все аккуратненько было сшито. Доходим с вами вот до конца. Потом я вам покажу, как спрятать ниточки. Итак, я вот сшила весь край варежки. Видите, какой аккуратненький шовчик у меня получился. Вытянула петельку. Теперь берем ножницы, отрезаем нитку, закрепляем нашу ниточку, которую мы отрезали. Так. И теперь будем с вами прятать
вот эти наши кончики. Так, берем иголку. Вдеваем ниточку. Так, у нас с вами здесь осталось две нитки. Одна, на которой мы с вами набирали. Осталась нитка, которую набирали. И вторая вот после нашего вязания уже, когда мы закончили. Значит, прячем таким образом. Сначала немножко вот тут я закрепляю один разочек, сделаю узелок. А потом вот по краю нашего шва вот так вот дорожкой прохожу несколько. Так вот стежков делаю, чтобы спрятать кончик нашей ниточки. Ну, примерно вот до тех пор, пока не закончится резинка. Так, берем ножницы, отрезаем. Так, вдеваем вторую нашу нитку. Тоже вот здесь вот я ее немножко еще разочек закреплю, чтобы уж наверняка тут у нас ничего не распустилось. Немножко подтяните. И вот таким образом по второму вот краю нашего шва так вот немножечко проходите. Каждую вот петельку. Также примерно вот до конца резинки. Все, прошли. Ниточку отрезаем. Все, наша варежка готова. Теперь выворачиваем ее на правую сторону. Также вот здесь вот немножко шовчики я вам советую потянуть, чтобы они распрямились, смотрелись потом аккуратненько. И вот смотрите, наша варежка готова. Теперь у нас с вами две варежки. Пара есть. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, сохраняйте себе видео и вяжите с удовольствием своим малышам вот такие чудесные и простые варежки. До новых встреч на моем канале.